Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про художника, который увел жену у лучшего друга. Сэр Джон Эверетт Милле. Годы жизни 1829-1896. Английский художник, основатель, наряду с Уильямом Хантом и Данте Габриэлем Россетти, знаменитого братства прерафаэлитов. Он во многом определил новое направление в живописи, отличное от традиционного классицизма и академизма, и стал изображать обычную жизнь обычных людей, так как видел ее на самом деле. Писал и природу под естественным освещением на пленэре, пытаясь передать ее истинную, а не выдуманную красоту. Этот стиль и новаторство принесли ему почет и славу. Милле был награжден всеми возможными почестями, которые только возможны для художника. Однако его старость, несмотря на признание, вряд ли можно назвать счастливой. Почему так получилось, и о замечательных картинах Милле мы и поговорим в этом видео. Прерафаэлиты предложили художникам, вступившим в их братство, отказаться от послерафаэлевского искусства, поскольку оно представляет собой лишь бесконечное подражание Рафаэлю, и отталкиваться от реальной жизни во время работы над жанровыми сценами и природой при написании пейзажей, стараясь изобразить их максимально реалистично. И Милле писал природу с научной тщательностью и точностью, причем всегда на пленэре. Мог под дождем, простужался осенью, страдал от докучливых насекомых, он отображал водную гладь, кувшинки и камыши с фотографической точностью. Даже учителя ботаники водили своих учеников в музей, где висела картина Милле «Офелия», чтобы они могли ознакомиться с речной флорой. Ему часто позировали знакомые и друзья, и Милле писал их, стараясь максимально точно передать все особенности внешности, словно бы имел дело с фотоаппаратом, а не с кистями и красками. Современный гиперреализм в чем-то идет от подхода, который исповедовал Милле. Джон Милле слишком рано добился всего, и впоследствии ему пришлось пожинать плоды своей славы. Он поступил в Королевскую академию живописи в 11 лет. Одноклассники сразу же дали ему кличку «Малыш». Впрочем, безусловный талант был замечен еще раньше. А когда Джону исполнилось 9 лет, то его родители перебрались из южного Саутгемптона в холодный и сырой Лондон, лишь для того, чтобы дать юному дарованию возможность развиваться. Милле поступил в лучшую художественную школу, сходу был удостоен серебряной медали и ввел в ступор всех членов жюри, когда они увидели, что получать ее вышел не сформированный юноша, а мальчик, который, по идее, еще должен играть в игрушки, но никак не писать картины на профессиональном уровне. И Джон писал картины и занимался в академии, не отвлекаясь на детские игры. В итоге, к 17 годам ее закончил, а заодно понял, что традиционное искусство – это очень скучно. Потому и решил вместе со своими друзьями, Хантом и Россетти, основать братство прерафаэлитов. И задумка у них была поистине грандиозная, вполне в духе юношеского максимализма – изменить всю английскую живопись. Потому и следует опираться на древнегреческое, древнеримское, средневековое искусство, раннее возрождение и забыть как страшный сон все, что происходило с живописью последние 300 лет. Поначалу их манеру написания картин, яркие цвета и максимально реалистичные изображения считали издержками молодости. Но бунтуют, поэкспериментируют, а потом все равно будут писать как все. Но художники от своего не отказываются, а их работы с каждым разом становятся все совершеннее. Критики насторожились. Когда Милле представил на выставку в Академии живописи картину «Христос в родительском доме», то ее захлестнул шквал критики. Почему святое семейство написано так непритязательно, как обычные трудяги, а на полу валяется стружка? Защищать картину вызвался художник, арт-критик, литератор и либерал Джон Рёскин. В свое время он защищал художника Тернера. Да и идеи прерафаэлитов, реалистичное отображение природы, дотошное внимание к деталям, максимально реалистичные картины были ему очень близки. Рёскин предложил Джону Милле выдвинуться в академики живописи, и в 24 года, а раньше не позволяли правила, Милле получил это высокое звание. В этом же году и подложили свинью своему протеже, познакомился с его красавицей женой, которая позировала для картины «Приказ об освобождении». И тут во многом виноват сам Рёскин. Он, его жена Эффи Рёскин и Джонни Милле поехали в Шотландию полюбоваться на местные виды природы, где стали жить втроем в съемном доме.
Миле додумал написать очередной пейзаж, благо природа там была очень красивая. А Резкин, опрометчиво решив, что работать над пейзажами Милли будет долго, поехал по своим делам в Эдинбург, оставив молодого художника вместе со своей женой в одном доме. Разумеется, между ними вспыхнули чувства, и было отчего. Резкин за 5 лет брака ни разу не удосужился выполнить свой супружеский долг. В итоге Эффи Резкин подала в суд прошение о разводе, где доказала, что она девственница. Пришлось пройти не самую приятную процедуру осмотра, отчасти напоминающую средневековую, которой подвергалась художница Артемизия Джентилески. Но оно того стоило. Прошение о разводе было удовлетворено. А спустя год Эффи вышла замуж за Джона Милля. Резкин не смог забыть такого, по его мнению, предательства и с тех пор отчаянно критиковал любые картины Милли. Но следующие люди знали, почему идет такая критика, и не придавали ей серьезного внимания. А Милли наслаждался жизнью: огромный дом, любящая жена, 8 детей, повсеместные признания, дорогие заказы. В 1886 году Милли даже написал первую рекламную картинку «Мыльные пузыри», где Милли написал своего внука, растиражировали на рекламных плакатах, восхваляющих новое мыло. Но богатство и слава никак не снизили работоспособность и трудолюбие художника. Заказов, от которых нельзя отказаться, со стороны сильных мира сего было все больше, и над ними требовалось работать. Но тут Милли пошел на хитрость. Он создал некоторые шаблоны, повторяющиеся позы, выражение лица и стиль одежды, и писал по ним все заказные портреты. В итоге многие его поздние работы были на один манер, напоминали массовое поточное производство, что немного напрягало галеристов, которые позже проводили выставки картин Милли. После изумительных ранних картин следовали однотипные и скучные поздние, и у посетителей создавалось ощущение, что художник просто исписался, перестал стараться и перешел на откровенную халтуру. За полгода до смерти Милли возглавил Королевскую академию искусств, где когда-то учился и сам в 11-летнем возрасте. Впрочем, здоровье художника было очень плохое, и вряд ли новое назначение его как-то особенно обрадовало. Умер он на 57-м году жизни, достигнув всего, что только мог незнатный художник в то время. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.